Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить простынь на резинке. Вот как она выглядит на матрасе. Я подробно расскажу, как рассчитать выкройку, чтобы простынь немного огибала матрас с обратной стороны. Вот так. Как рассчитать необходимое количество ткани? Меряем матрас, его длину, ширину, высоту. Сперва я выкрою прямоугольник длиной, равной сумме длина матраса плюс 2 его высоты с припусками и шириной, равной ширина матраса плюс 2 его высоты с припусками. А затем срежу у него углы величиной с квадрат, сторона которого будет равна высоте матраса с прибавками минус 1 см на швы. У меня матрас 200 см на 140 см, его высота 20 см. К высоте матраса я прибавлю 3 см на обработку кулисы для резинки и еще 2 см, так как я хочу, чтобы простынь слегка обогнула матрас с обратной стороны. Получаю 25 см. Итак, по длине мне нужно 250 см, а по ширине 190 см. Так как я буду шить бельевым или французским швом, то с углов я срежу квадрат 24 на 24 см. Все расчеты вы видите на экране. У меня отрез ткани длиной 250 см и шириной 220 см. Перед раскроем я немного проутюжила ткань. Далее отмеряю длину. Для моих размеров матраса мне нужно 250 см. Ткань в рулоне идет в 4 сложения, я так и отмеряю. Затем складываю получившийся прямоугольник пополам по ширине, а затем пополам по длине. Получаю 4 сложения ткани. Уравниваю все срезы и со стороны кромки я срезаю лишнюю ткань по ширине, так как ширина ткани 220, а мне нужно 190 см. Обязательно учитывая, что ткань сложена у меня вдвое по ширине. Подравниваю срезы, чтобы получился ровный прямоугольник. Раскладываю ткань вот так. С одного угла у меня получается 4 свободных среза. Именно с них я буду срезать квадрат размером 24 на 24 см. Для удобства я беру линейку угольник. Проверяю прямой угол на срезе. Далее отмеряю от каждой стороны 24 см и рисую квадрат. Срезаю его. Прокладывать строчку буду вот так, по образовавшимся срезам. Сначала по лицевой стороне, сложив ткань изнанкой вовнутрь. Строчку прокладываю на ширину лапки или на полсантиметра. Делаю закрепки в начале и конце строчки. Далее приутюживаю швы и срезаю примерно по половине каждого припуска. Если этого не сделать, то с лицевой стороны потом могут торчать нитки. Заутюживаю припуск на любую сторону. Затем выворачиваю наизнанку и заутюживаю на ребро, так чтобы срезанный припуск остался внутри. Теперь я буду прокладывать строчку уже по изнаночной стороне, закрывая срезанный припуск. Ширина шва примерно 5-7 мм. Обязательно делаю закрепки в начале и в конце строчки. Повторяю для всех 4 уголков. Припуск приутюживаю и заутюживаю на любую сторону.
Вот что получается. Теперь делаю подворот для кулисы. Загибаю ткань на изнаночную сторону сначала на 1 см, затем еще на 2 см и прокладываю строчку по краю подгиба, фиксируя его. Можете сперва приутюжить подгиб, если вам будет сложно загибать и сразу прокладывать строчку. Строчку в круг не замыкаю, так как мне нужно небольшое отверстие для того, чтобы вдеть резинку, примерно 2-3 см. Обязательно поставлю закрепку в начале и в конце. Приутюживаю шов. Теперь вдеваю резинку. Сколько уйдет резинки, сказать сложно. Все зависит от того, какая она по растяжимости и плотности. Я беру ровно столько, сколько сама длина простыни по краю с подгибом. Вдеваю, а остаток срезаю. Чтобы было удобно одевать простынь на матрас, сборка на простыни должна практически полностью распрямиться при растяжении резинки. Вот так. Простынь готова. На первый взгляд может показаться сложным, но это намного легче, чем кажется. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всех благодарю за просмотр, лайк и подписку. Всем пока!